Ну что ж, ребята, всем привет! С вами Феникс, и это новая серия по игре Manor Lord. Ну, поехали! Поехали дальше развивать нашу деревню. В прошлой серии, как помните, у нас возникли проблемы с распределением еды на рынке. Вообще, в принципе, у нас возникла проблема с удовлетворением потребностей наших с вами жителей. И что мы сделаем сегодня? Сегодня мы займемся именно рынками, рыночными площадями, удовлетворением потребностями и прочими такими вещами. Я немножко посмотрел, почитал, как, чего, как, почему, что и для чего происходит. И понял, что как раз таки вот мой вариант построения деревни, которая, напоминаю, первая деревня в этой игре. Мы ранее вообще никогда в нее не играли, изучаем все с нуля. Она неправильная до конца. Но переделать мы ее не будем, мы просто будем выходить из данной ситуации. Что же конкретно неправильно по удовлетворению потребностей наших жителей? Итак, я сейчас скажу в общем, а потом будем переходить к каждому нюансу, к частностям. Погнали. Наш рынок находится, как мы видим, ну, плюс-минус по центру деревни, но распределение ресурсов, еду разносят, либо топливо, как бы рядом располагается. Вот чем ближе к рынку находятся наши дома, и тем лучше они снабжаются ресурсами. Давайте покажу, к примеру. То есть вот по пище, разнообразие пищи. Видите, зеленым подсвечиваются те, которые лучше, и, соответственно, желтым и красным те, которые хуже. По топливу ситуация у нас лучше, топливо у нас в избытке. Но по топливу есть один нюанс. Топливо – это тот ресурс, который жители физически сами берут, приходят на рынок, взяли и отнесли. То есть, если пищи запас, распределение идет автоматически в зависимости от того, сколько у нас ее находится на рынке. Там раз, по-моему, в месяц, да, или раз в 15 дней проходит распределение, проходит оттик распределения по домам. То есть одна семья получает 1 единицу у нас еды. И, соответственно, на момент, когда идет распределение, если еда есть на складе в нужном объеме, тогда, конечно, распределяется. Если нет, тогда распределяется не полностью. По нам можно посмотреть, что есть дома, где распределение еды идет не полностью. То есть у нас, смотрю, ягоды есть вообще везде, а вот мясо, овощи, либо хлеб у нас есть далеко не везде. То есть будем сегодня со всеми этими вещами работать. И самая наша болезненная тема – это одежда. Если видите, у нас по одежде ну вообще полный попадалово. У нас многие дома не могут даже, не удовлетворяем потребности наших горожан. Соответственно, мы не можем вырастить дома наши, поднять их уровень. И у нас потребность, получается, большая идет в одежде. С этим мы тоже сегодня будем с вами работать. То есть одежда первого уровня, да, вот, которая здесь находится, это либо кожа, льняная ткань, либо пряжа. Если посмотрим, у нас кожа более-менее есть, а вот ткани и пряжи у нас нету. То есть кожи нам взять в большом количестве особо неоткуда, можно увеличить, но так себе. Соответственно, нам нужно либо откуда-то брать пряжу, либо льняную ткань. В нашей ситуации мы можем это сейчас только закупать, завозить себе. Поэтому посмотрим, возможно, снизим количество кожи, мы делаем обувь в большом количестве, продаем ее, возможно, что-то, короче, поиграемся. Сегодня посмотрим. И мой какой косяк здесь конкретно у нас, вот наш рынок, и я построил прямо рядом с рынком усадьбу. То есть вот эту часть земли можно было бы занять жилыми домами и их довольно активно развивать. Но мы не будем переделывать, наоборот, возможно, даже мы расширим здесь усадьбу. Я задумываюсь о том, чтобы перенести рынок, куда-нибудь вот сюда, скажем так. А усадьбу вот до вот этого квадрата полностью расширить и полностью перестроить. Но это будет уже в следующей серии. По перестройке усадьбы я подумаю, как лучше сделать в следующей серии. Эта серия у нас будет направлена на удовлетворение потребностей наших жителей, так как если одобрение на начало месяца у нас меньше 70, если не ошибаюсь, процентов, к нам не приходят новые жители, а у нас там 58, налогообложение то такое, с этим тоже будем разбираться. И опять-таки,
Будем модернизировать. Я только что вот нажал, начали строить хозяйство второго уровня. Соответственно, чем выше хозяйство, тем выше получается требования у данного хозяйства. Давайте я вам покажу. Хозяйство первого уровня, запас еды нужен 2 единицы, разнообразие еды, да, топлива и запас нужен одежды. А вот если хозяйство второго уровня, ну пока это строится, давайте я поищу где-нибудь. Да, здесь уже нужен у нас запас еды на рынке 3 единицы получается, запас одежды на рынке 2 единицы и запас топлива на рынке нужен, как на единица, да, нужна. И если дома третьего уровня, это наилучший вариант, да, распределения там по домам. Дома третьего уровня, там проживают 4 у нас семьи. Соответственно, топливо тратится у нас на дом, единица, не на семью, как еда, а на дом. И мы тратим меньше ресурсов, соответственно, больше живут семей. Но там есть нюанс в том, что еды нужно, по-моему, 5 единиц. Поэтому пока мы делаем дома второго уровня, ну, погнали. Я буду еще в частности кое-какие рассказывать по ларькам, по складам, но это сейчас мы посмотрим. Итак, по удовлетворенности наших жителей давайте посмотрим. У нас по разнообразию еды, доступные типы еды у нас есть, да, 3 из 4 получается, ягоды есть, мясо есть и хлеб есть. У нас мало яиц, которые можно было бы как-то компенсировать, да, вообще 0. И овощи. Какой есть нюанс по торговле? У нас есть складские помещения, амбары есть и большой склад. И у нас полностью здесь везде люди торгуют. То есть вот если есть ларек на рынке, есть ларек на рынке. Соответственно, если они торгуют на рынке, они гораздо медленнее пополняют запасы здесь в амбаре на складе. Также есть такой момент, что у первая семья может перевозить, у нее есть тачка, да, если не ошибаюсь, правильно так, и она может перевозить 10 единиц ресурса. Не по одному носить, как переносят обычные жители, а вот он с тачкой едет, вот пример, да, и везет 10 единиц ресурса. Соответственно, в амбаре и в складе должен быть сотрудник, да, как раз таки первый, который, получается, у нас заниматься будет именно торговлей. То есть он будет брать физически отсюда и тягать на рынок. А второй мы можем сейчас убрать, получается, я покажу, как сейчас это сделать, будем пробовать. Делать будем третьего сотрудника, у нас пока нету их, но надо сделать третьего, я думаю, который не будет торговать на рынке, у него не будет такого ларька, и он будет заниматься конкретно только лишь переносом с разных хозяйств, с разных там производств, ресурсы к нам на склад, чтобы они быстренько пополнялись. Наша задача, чтобы топливо первоочередное и еда были в нужных объемах у нас на рынке. Вот они сейчас тянут, по идее это идут они, кто на рынок, вот на склад он едет, с тачкой приехал, оп, закинул на склад. Все, давайте посмотрим по еде, в первую очередь. Разнообразие пищи. У нас очень ярко выражено место, я вот вижу, да, даже 2 места. Первое, это вот эта вот зона, вот здесь постоянно нехватка еды идет. А вторая зона, большая, по запасу пищи, это вот здесь. Вот эта вся зона, она гораздо больше, она у нас без еды, ну как, с меньшим объемом еды. И здесь у нас уже построен большой амбар есть. Что мы давайте с вами сделаем? Я предлагаю сюда еще одного человека добавить на амбар. Здесь я хочу поставить еще один склад. И вот здесь у нас есть кусочек типа под рынок выделен. Сюда я и хочу поставить людей, которые будут торговать продуктами, да, с вот этого амбара, ну и со склада. То есть здесь мы сделаем еще дополнительно с вами, получается, точку торговли. Этим самым, в первую очередь, по еде мы поднимем вот эту вот всю часть, я так надеюсь, по снабжению наших поселенцев. Так, первое. Но у нас проблема в том, что у нас нет сейчас незанятых семей вообще. У нас март месяц. Давайте я житницу проверю. У нас в житнице 1 человек работает. Пусть работает. У нас 1 человек должен, да, все тут тоже работает, идут, все отлично. И у нас где-то вот была сторожка дровосека.
Тоже хорошо, что мы здесь построили, потому как у нас будет снабжение дровами. Непосредственно, если вдруг понадобится для наших жителей. Но наши жители предпочитают пользоваться углем. И это тоже есть хорошо. Так, куры, хозяйство первого уровня, все это ясно. Отлично. Что мы сейчас давайте сразу сделаем? Строительство я хочу построить, где оно у нас тут? Хранилище. Я хочу построить склад. Где-нибудь в этой области, где мы тут можем склад построить, чтобы нам всего хватало, если что. Апрель месяц пришел, это хорошо. Так, склад. Ну, склад, наверное, где-то здесь придется строить. Далековато, конечно. Поближе нигде нельзя построить. Да, вот здесь можно построить, но тогда не будет нормального доступа. Нормального доступа не будет. Либо попытаться вот здесь, только его, конечно же, надо будет повернуть. Повернуть вот так. Вот здесь, кстати, можно построить, сейчас будет склад. Так, вот, нет, это что у нас такое? Ткацкая мастерская. Ну, давай склад. Стройся вот где-то далеко, вот здесь. Все, есть. Здесь идет строительство склада, то есть амбар здесь, склад здесь, рынок здесь. Все находится рядом. Здесь дрова. То есть эта часть должна быть, по идее, уже плюс-минус будет обеспечена. Давайте... А у нас сейчас нет семей, некому строить. Со склада, с этого мы... Да, вот здесь будут торговать. А из амбара я хочу перенести, где семья, это которая занимается здесь торговлей. Где он? Вот это, да, по-моему, был. Так, для строительных работ я все понял. Да, там не хватает. Что это у нас такое? Ежедневный королевский налог, я понял. Ларек с едой заброшен. Ларек с едой я хочу перенести. Нет, не. Я хочу его перенести. Ларек с едой заброшен. Ларек с едой заброшен. Это у нас ларьки здесь находятся. Но мне нужен вот ларек с едой. Сейчас, минуту, смотрим. Ага, это вот этот как раз таки, я так вижу. Если мы его отсюда перенесем, давайте его перенесем. Нам нужно его просто перенести. И перемещать будем мы его вот сюда. Куда-нибудь, я думаю, да? Где-то будет здесь. Вот, к примеру, вот так вот поставим его. Вот сюда. Есть, перемещайся. Ларек с едой. Так, где у нас ларек с едой заброшен, ларек с едой заброшен. Я думаю, эти можно ларьки потом вот поудалять. Просто мы их поудаляем, чтобы место они не занимали. Ларек с едой, ларек с припасами. Так. Ларек с припасами нет, пока мы это делать не будем. Потому как мы разместим потом ларек вот отсюда. Сюда. Давайте поставим сюда очень высокий, высший приоритет. Высший приоритет. Так, кстати, у нас еды 13, топлива 9. У нас немножко проседает топливо с вами. Не сильно, но присутствует. Строительство завершено, ларек с припасами. Угу. Я вас понял. Ларек с припасами. Откуда у нас ларек с припасами тут взялся? Идет строительство, я понял. Тут тоже склад. Давайте я поставлю его на высший приоритет. То есть бревна, в принципе, привезти можно оттуда. И чуть-чуть, наверное, процесс немножко ускорим. Замечен противник. Замечен противник. Стоп. Стоп, ребята. Замечен противник. Ха-ха. Ну что ж, давай посмотрим, где тут. Где тут замечен наш противник? Противник, вот он.
Вот он наш противник. Разбойники, да? Угу. Давайте посмотрим, сколько их тут. Ну, в принципе, немного. Один отряд, два отряда. Поэтому давайте призовем. Призовем, наверное, наемников. Два отряда, в принципе, 3 отряда. Угу. Все, 3 отряда? 4. Ох ты, елки-палки. Это уже интересно становится. Все, 4 отряда, больше никого, да? Ну хорошо. Тогда давайте призовем наемников каких-нибудь. 4 подразделения, да? Ну, я думаю, давайте вот этих возьмем. Подписать договор. Ну и давайте, наверное, вот этих возьмем. Подписать договор. А давайте, 4 этих хватит. Ну, еще нашими немножко мы усилим. Я думаю, пока этих вполне должно хватить. Где они у нас будут заходить? Да, нападения, конечно, мы не ожидали. Где вы тут? Где вы тут есть? В следующий раз заплатить будет нужно через 30 дней, я понял. И давайте тогда еще наберем наших ребят. Созовем наши войска. Хотя этих 4 должно всех было бы хватить. Ладно. Ладно, собираем. Собираем всех вот здесь. Лучников наших соберем. То же самое, давайте. Где наши лучники? Вот здесь. Да елки-палки. Никак не могу привыкнуть к тому, что собирать их как правильно. Сюда соберем. Ну, я думаю, пока должно, по идее, наших бойцов как бы хватить. И плюс вот этих, где они, кстати, есть, как их посмотреть. Ребятки, кто хорошо знаком с боевкой, подскажите, пожалуйста, как... вижу. Вижу. Давайте сюда. Вот они, отряды идут. А где те идут? Те идут сверху. Ну, наверное, где-нибудь вот здесь мы встретимся. Судя по всему. Судя по всему, где-то здесь мы встретимся. Ну, давайте попробуем. Пехоты у нас не сильно много, но как бы ничего страшного. Копейщики, у нас нету копий. Ну, можно, кстати, наверное, собрать еще один потом. Еще одно подразделение такое, да? Ладно, мы пошли. Сейчас увидим, что произойдет. Идут. Ребятки идут довольно бодро. 4 отряда, все полностью пехота. Угу. Ну что ж, посмотрим. А лагерь у нас где-то есть еще наемников? Или это только там был и все? Лагеря у нас нет. Они, получается, просто типа набег решили совершить. Ну, идут довольно быстро. По-моему, даже быстрее, чем наши двигаются. Идут довольно быстро, по-моему, даже быстрее, чем двигаются наши. Да, но мы сейчас посмотрим. Где-то вот здесь, я думаю, будет сражение само произойдет. Угу. Ну, в любом случае, мы по количеству должны их превосходить. Поэтому будет видно. Но долго топают, долго вот идут наши наемники. Долговато. Надо бы, конечно, этот процесс ускорить. Так, еда, топливо. Еда есть, топливо пока есть. Топливо, кстати, под вопросом, получается, будет у нас ближе к зиме. Надо будет еще с топливом разбираться.
Апрель месяц. Кладовая продуктов заполнена. Заимка собирателей. Я понял вас. Я понял. Будем стараться. Сейчас мы разберемся с бойцами вот этими. Вот этими бойцами. Давай, наверное, сюда. Вы сюда и вы сюда. Чуток ускорим процесс. Чуть-чуть процесс ускорим. Да, вот они подходят уже. Наши, в принципе, могут и здесь стать. Пусть отдыхают. Противник пока идет. Да, вот наши еще подходят бойцы. Отлично. Все, супер. 3 подразделения получается. Да. Сейчас они должны тоже немножко у нас бы отдохнуть в идеале. Так. Строимся сюда. Лучники сюда, лучники сюда, лучники. Давай сюда. Пехотное подразделение, давайте становитесь сюда. Еще одни лучники будут у нас находиться. Давайте вот здесь поставим их. Ну, сейчас посмотрим. Основной удар приходится вот сюда, да? Да, сейчас будем наблюдать за всей картиной происходящей. Давайте посмотрим, что и как. Все, отлично. Отлично. Ну, давайте посмотрим. Стрельба по готовности. Да, пошло дело. Пошло дело, началась стрельба. Наши начали потихоньку атаковать. Потихоньку начали атаковать. Так, что у нас тут? Что у нас тут? Ребята, вы сюда. Вы давайте сюда. Вы давайте сюда. Давайте, наваливайте сюда, ребятки. Наваливайте, наваливайте, наваливайте. Пошло дело, начались бои. Ну что ж, давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Так, одно подразделение лучников. Давайте перекинем сюда. Бегом. Бегом одно подразделение лучников сюда. Вы давайте вот сюда. Вперед. Все, давайте наваливайте, 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 наваливайте. Вперед. Ну что ж, довольно неплохо пока все получается. Да, бой пока идет. Бой идет. Лучники отрабатывают, все отлично. Есть, ребятки, мы по ходу начинаем побеждать. Ну, у нас и больше количество, я смотрю. Ну вот как-то так. Да, есть такое дело. А ну-ка. Да, зажимают, наши зажимают последнее подразделение. Все, победили. Все, ребята, мы победили. Все, разбойники начинают бежать. Все, остатки разбойников убегают. Наши там вдогонку добивают их частично. Но все, мы победили. Так, тогда наши подразделения я возвращаю. Давайте пока верну полностью всех. Лагерей я не вижу нигде. Возвращаем мы сейчас полностью всех. Отлично. Почему я пока не захватываю новые земли? Ну, нет пока такого большого смысла это делать. У нас еще со старыми мы не разобрались, да? И у нас, я вижу, какая-то проблема по еде, что ли? А, нет, все окей. По еде у нас все нормально. Давайте я посмотрю, во-первых, наших 32-36. У нас все нормально, ок. Где у нас тут? Стоять, бегом на позиции. Это все понятно. А, распустить мы пока не можем.
Сейчас они вернутся, и мы тогда распустим уже отряды. Да. Ну, отлично. Пока более-менее. Вернемся к нашим, так сказать, баранам. Можем захватывать новые земли. Я хочу еще больше денег насобирать, для того, чтобы можно было еще больше армию нанять, и мы могли еще больше с вами повоевать. Так, все, здесь пока мы ждем наших, мы отменяем и продолжаем дальше. Что у нас тут? У нас тут так ничего не построилось, наверное, потому что у нас строить некому. Ага, я понял. Ткацкая мастерская у нас пустая. Солодильня у нас один человек есть. Давайте я временно уберу человека с солодильни. И временно уберу одного человека, давайте, с ветряной мельницы. Чтобы просто они рядом находились, мы потом их быстренько сюда же и вернем. И на мельницу, и в солодильню. И у нас, я как вижу, проблема начинается по топливу. Нам нужен сюда еще один человечек на топливо, потому как у нас дров не хватает. Вон оно в чем проблема. Да. У нас тут 2 человека на угле. Соответственно, нам нужен еще один человечек на... А мы его сможем уже дать, получается, только когда здесь немножко разберутся с поставками. Так, печь для обжига нам не нужен пока. А подождите, печь для обжига, зачем нам? Тут есть люди? А, тут людей нет, она стоит на паузе, я понял. Большой амбар нам нужен, мастерская красильщика, 2 человека отрабатывают. Ну, пока так. Ткацкая мастерская, у нас 1 человек пока здесь как бы есть, но он не особо что-то делает, так понимаю, потому как особо что-то ткать нечего. Вот они ждут. Давайте я с ткацкой мастерской пока сниму 1 человечка еще. И этого человека с мастерской я отправлю на дрова. Давайте его мы отправим на дрова. Пусть немножко займется заготовкой дров, усилит у нас этот момент. Так, и надо нам отслеживать также вот закупки. Давайте закупки посмотрим, пока наши войска... Кстати, они там уже пришли, нет? Да, наши войска уже вернулись. Быстренько их отправляем с вами обратно. Распустить отряд. Наших то же самое, распустить отряд. Пусть разбегаются по своим делам. Так, а эти подразделения мы просто-напросто берем и... распускаем. Они нам уже не нужны. Все, есть. Отряды мы эти распустили, они нам пока не нужны. Уже в следующий раз потом будем тогда смотреть, нанимать, ну и дальше формировать уже армию более больших размеров, когда это нам уже потребуется. Так, есть. Строительство завершено. Ларек с припасами. Ларек с припасами у нас готов. Давайте занесите туда припасы, и я вас очень прошу, работайте, самое главное. Почему-то этот все-таки работает здесь. Дружок, ну почему же ты здесь работаешь? Я же хотел тебя перенести вроде бы. Ларек с припасами. Переместить. Давайте попробуем. Я не знаю, насколько делаю сейчас правильное действие, конечно. Но мне кажется, будет правильно. Этот ларек с припасами... Где он есть-то? Вот он. В принципе, мы можем тоже переместить. И перемещаем мы его то же самое вот сюда. Есть. Отсюда сейчас его разберут, туда переместят. Этот ларек у нас заброшен, мы его можем снести, да? Снести постройку, получать ресурсы, затраченные на строительство. Так, ну я пока... Ну он как стоял, так и стоит. Он не особо напрягается, я так вижу. Отсюда мы перенесли, да, ларек с припасами, ларек с едой. Строительство завершено, ларек с припасами. Нам бы ларек с едой туда, не с припасами, конечно, было бы идеально перенести. Заброшено и заброшено.
Я хочу вот этого парнишку переназначить бы. Давайте его... Вообще, в идеале, конечно, переназначить. Как бы, вот я единственное, конечно, этого момента не знаю, как конкретного жителя назначать. Вот люди никого. Так, а ну-ка, подождите, давайте посмотрим. Я извиняюсь, я армию не выключил. Вот у нас есть ларек с вами с припасами. Так. Мы сейчас его открываем, да? Всегда показывать вкладку постройки. Нет, это не то. Так, ущерб, это я понимаю, да. Это я понимаю. А вот перенести, тупо взять и перенести его вместе с человеком, который здесь будет. Так, наверное, сделать, я так вижу, нельзя. То есть мне нужно, чтобы конкретный человек работал на конкретном ларьке с припасами. То есть вот он, у нас есть амбар. Ну, это ларек с едой, да, получается, должен быть. Вот у нас есть конкретный ларек. Работник амбара. Показать рабочее... показать рабочее место есть. А это перевести семью в другое рабочее место. Вот оно. Вот оно. Я хочу сюда его перенести. Вот сюда. Некорректное назначение. Почему? Потому что здесь ларек... с припасами. С припасами. Да нет, это с припасами. Почему некорректное? Почему некорректное? Где-то что-то я упускаю, ребятки. Пишите в комментариях, что конкретно я упускаю. Что конкретно я из этого упускаю. И еще один момент. У нас здесь еще один... Вот он, склад. Давайте я его хочу сразу сделать. Вот. Пошла разгрузка. Или погрузка, не пойму я. Короче, что-то происходит. Что-то происходит, ребятки. Несет груз, древесный уголь. Ага, все, ларек с припасами тут, короче, заработает. Отлично. Ну, посмотрим. Давайте посмотрим. Ладно. Мне интересует еда тут, чтобы была. Вот что интересует. Мне нужно в первую очередь их продовольствием снабдить. Вот отсюда нужно взять. А давайте сюда еще типа добавлю одного человека. Вот, человек добавился и теперь здесь работает. Все, отлично. Ну, пожертвуем каким-то человеком, наверное, пока с холодильни. Пусть он работает здесь. Максимально близко он взял уже и начал отрабатывать. Все, теперь сюда я хочу еще здесь в дополнение некоторые вещи все-таки добавить, чтобы можно было теперь сюда еще мясо складировать. Можно было хлеб складировать сюда же. Не только зерно. Ну, немножко, видите, меняются. Ну и яйца. То же самое, чтобы сюда могли также нести. Ну, яйца, ну и ягоды. Куда деваться? Нужно разнообразие. Все, по идее, эти два ларька будут работать, и они будут покрывать определенное количество потребностей. Так, теперь нам нужны люди для того, чтобы мы могли с вами оперативно... Сейчас у нас, по-моему, есть все, да, в амбарах. В амбарах есть еда, есть мясо, немножко яйца даже присутствуют, есть ягоды, есть вот алкоголь. Что если мы оставим один ларек, оставим, а вот этот вот мы снесем? Ну, вот здесь мы просто-напросто его уберем сейчас. Как вы думаете, это правильно будет или неправильно? Не знаю. Давайте конкретно... Нет, для амбара я не хочу. Я хочу снести вот эту вот постройку. Хотя тут у нас вот кое-что как бы есть. Но все-таки давайте снесем. Снести. Есть. Соответственно, здесь у человека не должно быть уже, да? У нас... Ага, пошел Димон. Подождите, он строит по-новому. Возводит постройку.
Не, дружок, не надо так делать. Это делать не надо. Строительство завершено. Он вернул ларек с припасами. Или этот просто переехал. Так, есть. Мы тебя... Давай так убираем. Ах, нет, не так. Ребятки, как сделать под конкретного человека? Видите, я довольно знаю, как некоторые моменты, но далеко не все знаю. Назначенным семьям ларьки на рынке, чтобы распитывать в рабочем месте. Ну да, я хочу назначить, но я хочу назначить одного человека. Я не хочу назначать кучу. Мне бы, конечно, одного. Люди. Люди, это у нас рабочее место, да? Это не то. Вот я снес здесь ларек с припасами, он возвел новый. Получается, тупо припасы перетасовали мы. Аналогично здесь. Так, у этой семьи есть ларек на рынке. Если снять с них назначение, ларек может остаться бесхозным. То есть, если снять с них назначение. Мы, получается, тогда тупо можем взять и перевести семью в другое рабочее место, да? Несет груз. Выберите новое рабочее место. Я рабочее место выбираю вот сюда, большой амбар, давайте. Но я не хочу ставить ларек для них. Для конкретной семьи. И как же это сделать? Господа, как же это сделать? Так, неограниченная рабочая зона. Примыкание к дороге есть люди. Несет груз, ведет торговлю. Ведет торговлю. Интересно. Интересно. Позволяет назначенным семьям оборудовать ларек. Распределять товары в рабочем месте. Вот самое такое примитивное, казалось бы, вы видите, возникают вопросы. Возникает ларек с едой. Люди. Показать рабочее место, переместить семью в другое рабочее место. Я хочу ее оставить на том же рабочем месте, но только убрать ее с ларька. Снести постройку, вы получите назад ресурсы, затраченные на строительство. Ну, давайте попробуем. Снести. А большой амбар я не снесу случайно? Подожди, ларек с едой, правильно снести? Да, все, снесли ларек с едой. У этой семьи есть ларек с едой. Ладно. Ну, пока вот видите, остается ларек с едой. Он взял и потопал в другую точку. Просто. О, все. Вот как надо было сделать. Все, ребята. Теперь понятно. Снести ларек с едой. Сейчас еду просто перенесут. Этот чувак пошел заниматься уже непосредственно другими делами. Все, я теперь понял. Ура. Здесь надо сделать аналогично. Есть такое дело, снести ларек с припасами. Снести. Все. Пока есть два вот этих ларька, хватит. Один с едой, один с припасами, вполне будет хватать. Все, игра сохранена, все нормально. Сейчас еду заберут. Все, и перевезут. Большой склад. Ну, я так понимаю, что отсюда сейчас... А че он опять размещается, а? Вот же ж мамзель, а. Вы заберите, вы не стройте новое. Так, большой склад. Чик. Подождите, я немножко делаю не то, да? Так, нажимаем. Ларек с припасами. Дополнительно. Нет, не люди. Так, работник склада есть. Показать рабочее место. Я просто показал рабочее место, правильно? А потом его тупо снес. А теперь просто снести его. Опа. Снести. Все. По идее. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим как-то.
Не уверен я в том, что это все. Потому что он опять начал строить. Да елки-моталки, ну что ж ты будешь делать, а? Чувак, ну как так? Строительство ларька с припасами. Я тебя, честно говоря, даже не знаю, как тебе правильно сделать. Вот, мы взяли. Показать рабочее место. А, не, переместить семью в другое место. Назначение семьи. Переназначение семьи. Ну вот, я хочу ее переназначить сюда же. Некорректное назначение, большой склад. Я понял, ладно. Люди. Есть. Не, большой склад не надо нам. Работник склада. А как работник? А что такое? Все, мы убрали, да? Нет, вот он. Снести постройку, вы получите ресурсы. Это я понял, что снести постройку, получим ресурсы. А как человека убрать с этой? Вот я хочу снести. Снести. У этой семьи есть ларек на рынке. Люди. Убрать переназначение. Назначить сюда. Некорректное назначение. Я не знаю, как его сделать, ребятки. Вот здесь как-то... А, ты тут тоже справилась все. Ёлки-моталки. Ребят, с этим делом надо разбираться. Давайте буду за кадром разбираться, потому как уже довольно долго здесь колупаюсь. Как заниматься переназначением людей? Этим я над вопросом отдельно за кадром разберусь. Но нам нужно сделать так, чтобы здесь не все люди могли торговать. Вот в чем прикол. Один человек должен находиться у нас без возможности торговать. Потому как если мы уберем, вот так вот сделаем и сделаем здесь убрать типа того, что разрешение на ларьки, они, видите, убираются везде. Поэтому, ну не знаю. Показать дом? Нет, нам дом не надо. Ладно. Ларек с припасами, пусть занимаются пока так. Что у нас тут? Тут идет стройка большого склада, высший приоритет, один человек работает. Ясно. Что у нас тут? Вот тут почему-то ларьки заброшены стали. Ну, прям ларек с едой, хотя нет, вот ларек с едой у нас присутствует. Сейчас посмотрим, что у нас там будет по еде. Вот здесь два ларька у нас почему-то заброшены. Да, ну вот как-то так. Все отлично. Два человека работать должны. С распределением будем разбираться, ребятки. Распределение у нас очень-очень сильно хромает. Что у нас тут топливо? По топливу вроде бы должно все быть быстрее. Сейчас у нас май месяц, кстати, по времени года. Май месяц по времени года. Пшеница у нас растет. Все нормально. Пока у нас тут все окей. И по закупкам. У нас мало с вами. Где у нас есть? Есть, обуви много. У нас с одеждой прям напряженка. Поэтому нам нужно что-то ввозить. Сейчас давайте посмотрим. Я уже не помню, что у нас тут в фактории можно ввозить. В фактории, во-первых, куча народу. Можно одного человека, я думаю, будет убрать с фактории пока временно. Или оставить, наоборот, чтобы занимались торговлей по-нормальному. Торговец, торговец, торговец. 3 торговца получается и 1 человек, который таскает все это, да? Так, давайте глянем по торговле. Нас интересует вот этот момент. Кожа там и прочее. Шкуры мы можем, в принципе, льняная ткань 14, шкуры 14. Так, что у нас еще? Шкуры 14, льняная ткань. Давайте, наверное, как альтернативу сделаем ввоз льняной ткани. Я думаю, наверное, так. А если лен возить? Королевский налог увеличен. Вы задолбались с королевским своим налогом. Чего вы постоянно увеличиваете? И с этим еще придется разобраться нам по поводу королевского налога. Льняная ткань. Если нам лен ввозить по 12, а и самим нам льняную ткань будет делать. Как вы думаете? Льняная ткань 14. Нам бы лен, наверное, ввозить лучше, да?
Открыть торговый путь по льну. Кладовая материалов заполнена, пильная яма. Так, мы возим ячмень, возим пшеницу. Давайте, наверное, лен будем возить. Возить лен. А льна будем возить. Ну, давайте, наверное, вот так. Как пшеницы, так и льна, да? Ячменя можно, в принципе, возить, наверное, вот так. Все. Ну и посмотрим, что у нас будет получаться с этим делом. Лен мы будем возить. Ткань у нас будет льняная делаться с вами где? Где у нас тут? Хозяйство первого, хозяйство... Ткацкая мастерская. Дополнительно. Льняная ткань, да? Лимит производства нет, делать не будем. По льну давайте, пусть будет запас 5. Пусть будет небольшой резерв всегда. Общие сведения. Ну, по идее, должна производиться теперь тут будет льняная ткань. Правильно? Льняная ткань. Давайте сделаем лимит производства. Ну, давайте, наверное... Лимит производства типа мы. Или типа нам. Давайте поставлю 50. 50. Типа больше 50, чтобы не производить. Зачем я это сделал, пока точно не знаю. Хочу разобраться немножко с механикой. Вот этой всей механикой, посмотреть, что к чему. Так, у нас опять чего-то не хватает. И опять, скорее всего, не хватает у нас нормально это продовольствие. Давайте откроем рынок. Продукты. Но у нас хранилище забито полностью. У нас как бы по продуктам все тут окей. Да, у нас появилось, кстати, разнообразие по еде. Эта зона, которая была не заполнена, у нас заполнена. У нас она заполнена по топливу, не заполнена по одежде. Ну, по одежде придется чуть-чуть подождать. Чуток надо все-таки подождать вам, ребятки. На мельнице пока у нас ничего нету, кстати. Кстати, надо вот так человечка поставить сюда, чтобы вернулся он к своим непосредственным обязанностям. Я думаю, можно немножко взять одного человека, убрать с мастерской красильщика. Пока поставить. Печь для обжига у нас на паузе. Июнь месяц. Я пока не могу, да и не хочу я убирать пока никого отсюда. С вот этих вот мест. Так как у нас по полной программе на заимки собирателей идет прям полноценно работа. Да, вот пошел он, сходил в житницу у нас с зерном. Все, тут потихоньку перерабатывают, там потихоньку делают. Не так, как хотелось бы, не в тех объемах, но люди по чуть-чуть работают. Здесь у нас есть запасы. И, соответственно, у нас тоже идут работа. Большой склад у нас пока простаивает. Но у нас пока нет людей, чтобы туда мы могли добавлять. Мы ждем сейчас поставки льна. На. Малый хлев. Малый хлев. Пока у нас тоже все занято. Ладно. Так, процесс у нас ускорен. Все пока идет нормально. Где у нас, кстати, большая корчма? Тут на карьере у нас никто не работает. Пока никто. Вот, 62 ободрение, хотел сказать. Одобрение немножко выросло. Хозяйство у нас 2-го уровня. Требования не выполнены. Я понял. Требования пока не выполнены. Запас одежды на рынке. Но у нас, да, у нас с этим проблема. Вот сейчас мы с этой проблемой попытаемся побороться. Чтобы у нас выросли с вами запасы именно одежды. Доступный новый отряд наемников. Пока ждем, пока отряды нам не нужны. Мастерская красильщика. Все-таки я сниму одного человека, наверное, с красильщиков и поставлю его в предельную. Так, что у нас тут такое? Рабочая зона пустует. Какая рабочая зона пустует? Вот здесь у нас рабочая зона пустует, все собрали. Ну, сейчас-то собрали, но пусть вывозят. Пусть они все вынесут и вывезут. И мы тогда сможем с ними уже взаимодействовать. Но мы их 4 оставляем.
Как только приходит сезон, мы всех четверых отсюда перенаправляем в житницу на уборку полей. Вот, короче, сюда. Сейчас у нас июль месяц. Мы даже в августе, наверное, с ними это дело сделаем. Угу. И мы сейчас все же красильщика, я одного мастерская красильщика уберу. И поставлю его я вот на ткацкую мастерскую. Есть. Все, пусть будет на ткацкой мастерской. Тут хозяйство первого уровня, в принципе, у нас может возрасти до второго уровня. Отлично. Пусть растет. Тут пока ничего не может сделать. Тут аналогично. Если у нас появилась возможность хозяйства сделать второго уровня, возможно, у нас получится с вами даже привлечь еще жителей. Так, хозяйство второго уровня. Часть припасов испортилась из-за непогоды. Ну, я понял, какие. Наверное, с рынка не все так и убрали. Наверное, с рынка не все успели. Хозяйство первого уровня. До второго. Запасы одежды на рынке. Вот с рынком проблемы, да, у нас? А что у нас по поводу, кстати, топлива? Давайте я сразу топливо посмотрим. Это уже начинается небольшой, конечно же, микроменеджмент. Я согласен здесь, да. Но, к сожалению, без него не получится сделать все как надо. По топливу у нас все более-менее. По одежде у нас большие проблемы. Топливо более-менее, по еде все более-менее. Все, я понял. Я понял, процесс пошел. Одобрение показывает, типа упадет. Непонятно почему, конечно, но не хватает. Не хватает у нас очень сильно, конечно же, льна. На. Так, вы лен везли вообще? Вот у нас тут привезли его или нет? Где тут ресурс у нас, который лен? Лен, да, лен появился на складе. Да, вот начали забирать, я смотрю, 29, 28 уже льна. Отлично. Все, лен появился, и лен сейчас начнут потихоньку перерабатывать в льняную ткань. Соответственно, ткань появится, на рынок это дело быстренько разнесут. Ну и пойдет какое-то производство. Нет, здесь, это вот здесь. Ткацкая мастерская, ничего не хранится. Угу. Где этот человечек? Несет груз. Все, вот они принесли, судя по всему, груз льна. Да, изготавливается вещь. Все, пошло изготовление. Отлично. Отлично. Процесс пошел. Должен скоро пойти процесс наполнения, получается, не просто кожей, а еще процесс наполнения и льном. Что у нас, кстати, у охотников? Где наши охотники? Мясо. 2 человека работают. Люди дополнительно. Неограниченная рабочая зона. Да, 10 стоит. Все нормально. Тут сколько? Тут 24. Можно еще здесь поставить охотника, да, запусти. А нет, это каменотес. Хотя каменотеса можно вообще снести, он тут не нужен. Лагерь каменотесов, снести его. Он там нафиг не нужен. А вот сюда у нас охотники, но охотников пока подождем. Нет людей, у нас с людьми дефицит большой. С угля я человека не убираю, пусть занимаются углем и занимаются переноской, соответственно. Так, что у нас уменьшилось? Уменьшилось количество чуть-чуть еды и уменьшилось топливо очередной раз. Да, почему уменьшилось? У нас тут ребята работают, дровосеки вдвоем, все нормально. Мне интересно еще, что у нас по бревнам. У нас бревен 4 штуки, у нас много досок. Я думаю, мы, наверное, с досками чуть-чуть погодим, так сказать. Где наши доски? Пильная яма. Убираем человека отсюда с распиловки. Так, появился человек на строительстве, и этого человека мы, в принципе, можем поставить пока месть. Да давайте, наверное, поставим его на ткацкую мастерскую. Где она есть, ткацкая мастерская? Вот сюда. Пусть занимается тоже здесь. Супер. Вдвоем пока пусть работают здесь, новые люди появятся, первого же нового человека мы отправим с вами на пильную яму. А куда он бревно поволок? Дядька, лагерь лесорубов. А, на складирование понес. Понятно, все, я понял.
И здесь то же самое лагерь лесорубов. Да, вот лесорубы, они тут зверствуют в этой части у нас. Издалека уже таскают, конечно. Ну, ладно, ладно. Потихоньку пусть тянут. Не будем им мешать. Бревна увеличиваются. Досок у нас пока хватает. Каменных блоков нету, но оно нам особо сейчас и не надо. Опять увеличилось количество. И топливо, и по еде. Все. У нас, в принципе, все идет в балансе относительно сейчас. Просто разбираемся. Нас интересует в первую очередь, что у нас тут. Есть, у нас еще появилась льняная ткань. Вот сейчас они, по-моему, заполнили нужное нам количество. 5, по-моему, да, я делал на запас. И теперь будут вести... Да, вот принесли лен. Все, отлично. И я хочу еще посмотреть по поводу запаса льна, что у нас лен есть. Хватает? То есть они вырабатывают 6 льна. Август месяц. Вот посмотрим мы... 30 льна, возможно, даже не будет им хватать. Возможно, мы увеличим поставки льна. Немножко, да? Так, что тут? Дров хватает, древесного угля плюс-минус хватает. Посмотрим, мясо есть, овощей полно, ягод полно, хлеба полно, яйца тоже появились. Мед, рыба, то есть у нас сейчас раз, два, три, 4-5 у нас есть ресурсов по еде. Ну давайте брать 4. Часть припасов испорчилась из-за непогоды. Да, это на рынке те припасы, которые вот здесь валяются. И все никак их до конца не уберут. У нас август месяц с вами идет. Люди тут работают. Да много народу работает. К сожалению, нельзя сделать так, чтобы здесь меньше народу работало. Ну не знаю, нельзя и все. Так, тут работают. Люди, несет груз, ждет, идет домой, ждет. У нас есть люди, которые просто простаивают. Пивоварня. Пивоварня тоже, по идее, сейчас простаивает, потому что мы солодом не занимаемся. Вот кузница, кстати, кузница ждет, кузнецы ждут. Идет домой, пока все работают на других каких-то работах. Ну, я понял. Хорошо. Потихоньку дела пошли. Мука готовится, соответственно, хлеб тоже у нас с вами будет. Тут торгуется. Ткацкая мастерская, что вы тут делаете? Да, есть. Льняная ткань у нас есть. И по идее скоро льняная ткань начнет появляться у нас на рынке. И соответственно как дополнение появится к одежде еще льняная ткань. А давайте глянем сюда теперь. Лен, наверное, уже разобрали, да? Где у нас лен? Нет, лен как раз подвезли. Получается, им как раз хватает 30 сейчас льна, чтобы вот сделать этот круг оборота. Ну вот получается 2 человека. Одна ткацкая мастерская и 30 поставок льна в месяц у нас сейчас закрывают эту потребность. Ну, кто его знает, насколько действительно оно закрывает. Но мы еще над этим делом понаблюдаем. Где-то в октябре месяце мы еще раз посмотрим. И давайте я гляну сейчас, что у нас вот здесь происходит. Да, все, можно людей снимать. Они все вынесли, все вывезли. Они просто за ничего не делают. Все, я ставлю это дело на паузу. На паузу. Игра сохранена. Давай, подожди пока. Здесь то же самое мы делаем, все ставим на паузу. И здесь мы тоже делаем с вами паузу. Все, у нас теперь 4 человека появились, и мы их отправляем с вами в житницу. 2, так, все, есть. 4 человека у нас в житнице. Да, вот так. Пока месть, вот так. Ну, посмотрим, придет сентябрь, будет видно. Будут ли справляться, не будут справляться. Нас тоже это очень сильно интересует, потому как у нас довольно-таки большие запасы сейчас по хлебу. И вот насколько они успеют его правильно убрать, насколько хозяйство уже начали убирать, я смотрю, да? Хозяйство уже что-то там убирают, я вижу. А, не убирают, наоборот посадили. Сентябрь месяц пришел, сейчас мы посмотрим более внимательно с вами за полями.
Отслеживаем, как у нас с полями. Условия не выполнены. Хозяйство, уровень одобрения. Посмотрите панель, информация о постройке. А ну-ка. Так, товары непонятно. Сапожная мастерская что-то там бунтует. Запас одежды на рынке не хватает. Ну, ребятки, мы по одежде сейчас стараемся максимально вас снабдить. Потерпите немножко. Наша мастерская вот где-то она здесь. Вот она. По идее, тут работает в поте лица. Все потихоньку несут, заносят, работают. Поэтому, ну, посмотрим. Так, где наша одежда? Льняная ткань, 16 уже. Так что, ну, по идее, сейчас пойдет. Сейчас пойдет дело. Так, тут ребятки у нас работают, отрабатывают тоже нормально. Да, вот появились стога, вот они. Кстати, прошлых, я не знаю, возможно, просто не прорисовывались. Не было вот этих снопов с пшеницей. Их почему-то не было. Вот их как раз нужно перенести будет в житницу, для того, чтобы нормально все у нас там было. Не знаю причину, почему их раньше не было. И вот главное, чтобы дожди сейчас не пошли. Иначе будут проблемы потом с этим. Сейчас посмотрим, как здесь дело пройдет. А ну-ка, что у нас там? Пшеница 25. Ну мало, 26, все равно мало. Все равно мало. 27. Маловато, конечно. Где-то 35, 30, 40, да, должна быть пшеница у нас, по идее. Где-то так. Потом они дело все переносят в муку, и муку мы столько в месяц потребляем сейчас. Для того, чтобы у нас все было окей, все получалось, мы потребляем это в месяц. Ну, потихоньку все равно дела потихоньку налаживаются с этим делом, да, вот по чуть-чуть, не спеша, но все равно как-то вникаем мы во все тонкости производства. Да, вот они бегают, все у них окей. Что у нас по пшенице? 39. Ну вот последнее поле сейчас пшеницы они быстренько уберут. И мы посмотрим тогда. Так как-то странно убирает полосками. Да, главное, чтобы сейчас дожди не пошли. Испорченный урожай мне прям вообще никак не нужен. Ребята, главное, только все это дело отнесите, пожалуйста, в житницу, а. Отнесите потом все это в житницу, я вас очень прошу. Так, сейчас что у нас? 46 пшеницы. Да, вот они забрали и дожди пошли. Ну, елки-моталки. Тяните бегом давайте. Давайте бегом, просто бегом. Как можно быстрее все. Несите, собирайте урожай. Пока-то все не промокло нафиг. Собирай. Давай, тяните все это. Да, давайте бегом, блин, сейчас промокнет. Я не знаю, что я с вами сделаю. Я его скормлю медведям в лесу потом. Часть запасов из-за непогоды на полях. Блин, ну, ребята, будем искать медведей, значит. Часть запасов погибла из-за непогоды. Ну, нормально, ну, елки-палки. 30 пшеницы, 6 пшеницы. Она моментально практически пропала. Я не знаю, как делать так, чтобы из-за непогоды не пропадала пшеница. Потому что дождь прошел буквально всего ничего. Она моментально пропала. Капец какой-то. Это какой-то просто капец. Что там по пшенице у нас? Пшеницы 30. Было, по-моему, 36. Ой, ладно, занимайтесь, горе сажатели. Получается, нужно делать, наверное, плуг. Нужно там делать так, чтобы перевозили с помощью... Можно как-то к полю... Вот можно построить забор, ну не знаю, не построить забор нет. Построить забор, чтобы типа были поля для выпаса, да? Да, пастбище делать. Не, нам не этим заниматься нужно. Нам нужно с помощью валов, чтобы могли быстренько забрать урожай. Я думаю, в этом проблема. У нас куча валов. Нужно их использовать чисто под урожай. Да.
Будем как-то разбираться, как с этим дальше работать. Ну да. Так, тут у нас так ничего не делает. Почему? Потому что житницы все пашут на полях. 26 у нас здесь лежит. Тут вообще ничего не лежит, да, у нас? Ну да. Всего у нас 30. Где-то еще у кого-то там за пазухой несколько единиц. Что у нас по льняной ткани? Льняной ткани у нас с вами 11, а было, по-моему, 15 или 16. Соответственно, часть ткани попала уже на рынки или даже к людям, к нашим. А ну-ка, давайте-ка посмотрим. Где наша фактория? Есть немножко льна еще, то есть лен заканчивается, но он еще есть. Тут у нас отлично работы идут. И давайте глянем сейчас рынок. Так, по одежде потребность 33, да? По одежде появилась и одежда, появилась кожа, а льняная ткань тоже, кстати, появилась. А нет, на рынке, кстати, ее нет. Вот гляньте, льняная ткань 0. Кожи 10 на рынке. Льняной ткани 0 на рынке. Пряжа 0 на рынке, да? Угу. Я понял. Да, вот такая вот беда. Льняная ткань производится, но не переносится пока еще. 12, да? Ну ладно, давайте подождем. Посмотрим, что будет дальше. Что-то тут... огороды начали. Огороды начали приносить свой доход. Потихоньку с огородов начали свозить урожай. Я смотрю, вон поперли с тачками, ребятки, быстренько с огородов таскать все. И в амбар. Ротация полей произошла. Число средств в казне 245. Доступны новые отряды. Я понял. Да, вот пошел урожай. Люди поуходили с своих рабочих мест. Идет сбор урожая, сбор овощей. У нас сейчас потихонечку должно количество еды расти. Но топливо у нас неумолимо сокращается. Кстати. Топливо, количество неумолимо сокращается. Где-то здесь у нас есть дровосек. Но у него тут дров, как у дурака фантиков. Дров, как у дурака фантиков. На большом складе никого нету, но есть чем поторговать. Я понял. Солодильни тоже. Как только, зерна, видите, я не могу до конца с полями. Пусть они разберутся с полями, и мы немножко распределим. Распределим ребят. Кинем одного на солодильню, кинем одного на склад. Но пока пусть занимаются полями. Октябрь месяц, идет посадка, да, у нас осень, сбор урожая, распашка и засеивание полей. Октябрь и ноябрь, получается, еще 2 месяца всего лишь осталось для того, чтобы они успели заняться полями. Здесь тоже идет сбор урожая, идет, насколько успеют, посмотрим. Насколько они успеют этот урожай весь собрать, конечно, это большой вопрос. А большие поля внизу у нас, которые есть, стоят. То же самое, большие поля стоят, народ убирает как бы это дело, но не так активно, как бы хотелось. Денег у нас стало меньше, притом так значительно меньше, где-то на 1000 меньше стало. Но это мы из-за того, что больше стали завозить. И возможно мы стали вывозить меньше, так как стало меньше краски, да? Ну-ка, дайте нам факторию, торговля. Дополнительно не надо, люди не надо, приближается зима. Это я понимаю, что приближается зима. Это я понимаю. Так, что у нас по краскам? Ячмень, лен еще привезли, краски 27. Да, красок стало у нас меньше, прямо значительно меньше. Возможно, из-за этого уменьшилось количество. Поэтому мастерскую красильщика мы 100% кого-то отправим. Мастерской красильщика должно работать народу не меньше никак. Поля.
Это поле новые отряды. Это поле у нас... это не поле. Это поле готово, это поле готово. Какое-то одно поле под ротацию, 2 поля они еще не доделали. Я понял. Ноябрь месяц. Ребятки, скоро зима. Надо посмотреть. Наверное, мы не успеваем. Не успевают они засеять поля до наступления зимы. Ну, посмотрим. Посмотрим. Мне нужно разобраться, насколько это все быстро получится сделать. Малый хлев 2 человека. Пильная яма у нас пока стоит. Солодильник никто не работает. То есть у нас как бы прям общинная печь. 1 человек у нас работает. Но вот отсюда можно его, кстати, снять пока временно с печи. И отправить его. Давай, иди-ка на житницу, помогите нашим бойцам. Так, большой амбар, 2 человека. Ну, смотрите, запасы, по идее, у нас прям неплохие. Всего хватает, довольно неплохо. Сейчас занимаются уже 2 полями, они, я понимаю, закончили. Пшеницы, поле ячменя засеяли. Пшеница еще одна и 2 под паром. Одно поле, получается, осталось. Вот это поле одно. Ну, посмотрим. Возможно, они и успеют это все сделать. Ноябрь месяц как бы идет. Сейчас все увидим. Сейчас все увидим. Потом вернем 1 человека на общественную печь. Глянем, что получится. Да, по идее, да, стричь овец, ягодные кусты перестают плодоносить. Все это я понимаю. Да, по идее, должны успевать. На количество полей, которые сейчас есть, нам нужно 6 человек, чтобы работало, получается, для того, чтобы они успевали все это сделать. То есть 2 человека в житнице на постоянной основе, чтобы работало, и 4 человека с ягод, чтобы могли перекидывать. Я так думаю, они должны, по идее, все успеть. Сейчас мы досмотрим это дело до конца. Что у нас, пока мы тут смотрим, все-таки по одежде. Да, одежды больше не становится. Льняной ткани, к сожалению, тоже не становится больше. Хотя было 11, стало 7, все-таки она увеличивается. Потому как одежды, я вижу, имеющие избыточные товары, 2 единицы, льняная ткань 1 единица, у нас все-таки есть, видите? Вот, поэтому одеждой все-таки тоже занимаются, ребятки. Не так все быстро, как надо, конечно, но потихоньку они это делают. Ладно, по одежде мы поняли, по топливу. С топливом здесь все неплохо. Где у нас с топливом плохо? Есть такие места? Идет зима, нужно провериться по топливу. Нет, по топливу везде все хорошо, ребят. Мы выровняли вопрос с топливом. У нас по топливу везде nice. По разнообразию пищи. По разнообразию пищи у нас тоже везде все более-менее, кроме вот этой части. Вот здесь так проблема пока и сохраняется. По разнообразию пищи. Так, все отлично. Да, у нас получается перед большим таким прыжком, да, по-русски, прыжком по развитию нам не хватает вопрос решить по одежде. И все. Я не сильно хотел бы закупать именно одежду, потому как, ну, производство я буду делать, но лен буду выращивать. Соответственно, закупки одежды можно закупать прямо одежду напрямую. Тогда мы смогли бы освободить пару человек со льна. Но я бы хотел все-таки заниматься полноценным циклом производства одежды. Насколько это будет возможно. Пока нету у нас овец, мы с овцами вопрос тоже решим, как мы уже немножко подразовьемся получше. То есть овцы будут, тогда мы заменим лен на шерсть. У нас есть 2000, потихонечку мы, скорее всего, будем уходить от закупок вооружения с фактории. Давайте торговля. Что у нас по оружию? Вот возятся у нас... вывозятся луки, вывозятся щиты, возится, ничего пока не возится, да? Копья у нас не возятся, я думал, мы их возим, а мы их, кажется, не возим. Ладно, луки у нас
так. Щиты у нас так. Есть. Большие щиты у нас. Ну, давайте тоже торговать большими щитами. Учредить торговый путь. Большие щиты мы можем тоже вывозить. Да, давайте вывозить тоже. Ну, давайте сделаем. Здесь будет цифра, пусть будет 150. 150. Все, большие щиты то же самое продаем, вывозим. Насобирали прям замечательно. Так, пришла зима. Ребятки, пришла зима. Успели, не успели? Давайте я гляну. Да, успели. Вроде бы поле пшеницы засеяно. По полям как раз мы все успели. Все, мы теперь разобрались с существующими полями. Здесь у нас ничего не хранится. Людей мы убираем, оставляем одного человека. Одного человека, как я говорил, мы кидаем на холодильню. Есть такое дело. Одного человека мы, наверное, кинем на большой склад. Вот сюда. Пусть занимается то же самое продажей. Есть. И добавляем одного человека в красильщика. И 2 человека пока у нас мотыляются так, для стройки. Так, что у нас тут? Печь. А, нет, на лесопилку, да, мы хотели, по-моему, отправить. Давайте посмотрим. Бревна, досок нету. Нам нужны люди на пильную яму. Человек на пильную яму. Все, для чего? Потому как луки делать и все, надо это дело тоже не забывать. И плюс доски продаются. То бревен уже 65 штук. Да, он инструменты, да. Надо будет потихонечку закупаться потом этими вопросами. Да, пришла зима, ребятки, пришла зима, и у нас вопрос с одеждой, ну, не знаю, насколько он решится в этом году. Но попробуем частично хотя бы уже. У нас одобрение не хочет расти, налогообложение, да, предыдущие месяцы налогообложение. Выбор еды на рынке нормально, выбор духовенства, все это идет нормально, а вот с одеждой все-таки вынуждает меня, наверное, фактория делать, что у нас по деньгам. По деньгам у нас вот как-то не сильно много. А что у нас, кстати, по продовольствию? А ну-ка. Хлеба у нас, гляньте сколько, дофига и больше. Да, и много хранится. Поэтому давайте, наверное, зайдем сейчас на торговлю. И временно возить, не торговать. Уберем мы торговлю пшеницей. Ячмень пусть возят, лен пусть возят. А у нас теперь еще начнут вывозить большие щиты. Соответственно, будем получать какие-то деньги с этого дела мы. Ну, посмотрим. То есть по деньгам должна ситуация чуть-чуть измениться в лучшую сторону. Посмотрим, выровняемся мы или не выровняемся по финансам. Так, ребятки, ну что, зима пришла. Хозяйства потихоньку начали снабжаться у нас с вами. Не хватает, вот я вижу, одежды кое-какой еще. Ну ничего. Нам в первую очередь не хватает людей. Не хватает людей для того, чтобы они могли нормально с нами функционировать, везде могли работать, ну и развиваться наше поселение. Я предлагаю сейчас вот здесь вот разместить новую зону поселения из там 4 домиков. Для того, чтобы они потихонечку могли у нас расширяться и строиться. Так, давай строительство, жилье. Жилье мое. Ну, давайте домики. Тут у нас, как бы, конечно, есть вот такой момент, как вот это вот добро. Поэтому не сильно удобно. Не-не-не, я хотел, да, я хотел вот сюда. Хотел вот сюда. И хотел бы вот сюда пока сделать. А нет, стоп, немножко не так. Отменить. Вот до сюда.
Да, идет привязка. Так, давайте сделаем сперва дорогу делаем. Все никак не могу привыкнуть, что в первую очередь делается дорога. Так, вот сюда дорога. И дорога идет вот сюда. Есть. Построить. И теперь сюда будем ставить домики. Сюда, сюда. Нет, сюда нет. Наоборот. Наоборот. То есть вот первая точка здесь, вторая точка здесь, третья точка, давайте пусть будет здесь, четвертая точка вот здесь. Ну как-то так. Как-то так. И 4 домика давайте из 4 сделаем вот так вот. 3 домика. Это что у нас такое? Хозяйство, хозяйство, хозяйство. А если сделать еще меньше? Вот. Вот это будет поинтереснее. Но у нас получаются большие огороды. Как бы, но мне это не хотелось сделать большие огороды, честно говоря. Честно, мне хотелось бы сделать просто большие дома. Нет, тут тем более огороды не будем. Тут не будем. Это вообще огромный огород какой-то с усадьбой. Не-не-не-не-не-не-не. Не, немножко не так. Делаем меньшего размера тогда. Давайте сделаем вот так. Ну и сделаю я вот так. И теперь вот здесь уже сделаем вот так. На 3 домика будет хозяйство. Угу. Я думаю, нормально. И аналогично сделаем с этой стороны. То же самое. Вот здесь вот будет то же самое. Так, домики. Домики у нас будут, но... Так, не-не-не-не-не. Домики у нас будут идти вот отсюда. Одна точка, вторая, третья и вот так вот, да? Есть. И здесь мы уменьшаем до вот такого размера, на 3 домика. Все. Как бы тут несколько домиков, тут несколько домиков, как бы места у нас новые есть. Теперь сейчас поставим приоритет постройки. Тут высокий. Тут пусть будет высокий. Тут средний, а тут поставим минимальный, да, низкий. И здесь пусть будет низкий приоритет. То есть все по чуть-чуть, там построят, ну потихоньку как-то дела тут пойдут. Дальше будем уже разбираться по месту непосредственно строительства. То есть здесь мы выработаем, получается, карьеры, залежи соли, и потом здесь сможем размещать там рынок и воду, ну и дальше. Посмотрим, чего нам будет не хватать. Ну как-то так. Что у нас по еде? Еды у нас на 14 месяцев, топлива на 7 месяцев. То есть пока у нас все относительно неплохо. Что у нас? Ткацкая мастерская. Да, есть лен уменьшается, деньги все равно уходят. Вот лен нам хорошенько сжирает все это дело. Довольно часто много его привозят, да, получается. Да. Все-таки, наверное, внесем корректив. Закупать не лен, а закупать уже сразу, наверное, придется закупать одежду. Хотя вот привезли щиты малые. Щиты малые не дают нам такого эффекта. Вот с 3000 осталось уже немного по торговле. Так, ладно. Тогда давайте я открою лен. Возить, не торговать. Напишу по льну. Так, ячмень, все это дело, пшеницу мы пока не ввозим. Пока своим тут ограничиваемся. Производство. Давайте я гляну, что нам. Пряжа тоже. Все по 14, да, вот. Льняная ткань 14. Эх, солод 14, железная руда, да.
Заготовки. Кстати, можно было заготовки возить, бы и то, наверное, толку было больше. Как-то я об этом не подумал. Воск, вижу, соль, глина. А что у нас по предметам? Обуви у нас. Ну, мы вывозим обувь. Пока нормально. Одежду. А, мы одежду ввозим. Мы одежду ввозим, ребята. Вот. Мы возим одежду, ее еще не хватает, плюс ко всему. И вон оно в чем. Дела у нас обстоят. Угу. По 16. А если мы уберем ввоз полностью одежды, избыточные товары 115, уберем ввоз одежды и переключим ее на лен полностью. Как вы думаете? Делаем следующее. Не торговать по одежде, а возвращаемся обратно на лен, и мы делаем ввоз льна. Мы экономим несколько монет, но посмотрим, насколько это скажется на нашем финансовом благосостоянии. Посмотрим? Посмотрим. Потому как мы даже ввозим кучу одежды, но эта куча одежды все равно не перекрывает то, что нам нужно. Поэтому будем пытаться наладить производство льна. Солодильня. В солодильне у нас человечек работает. Ветряная мельница, человечек работает. На пекарне у нас человек там не работает, но у нас общественная печь пока не работает. Но у нас как бы запасов пока вполне хватает. Так, а что у нас? Строительство завершено, хозяйство первого уровня. Я понял. Бревна и прочее, прочее. Где наш рынок? Вот наш рынок. Еще раз смотрим, запасы эти нормально. По топливу у нас все нормально. По одежде. Кстати, ребятки, посмотрите, у нас по одежде стало нормально. По одежде стало нормально. Соответственно, мы по идее тут можем... Да. Процесс одежды мы немножко отладили. С чем я вас и поздравляю. Вот мы улучшаем хозяйство наше до 2 уровня. Несколько штук мы здесь улучшили. Сейчас посмотрим вот здесь тоже. Давайте. А здесь уже нельзя, потому как уже чего-то не хватает, да? А, досок не хватило. Вы представляете? Не хватило досок. Сейчас подождем. Где наша пильная яма? Пильная яма, пильная яма. Что у нас по доскам? Не хватает все равно еще, да? Ладно, давайте кинем человечка еще на пильную яму одного. У нас большой апгрейд произойдет даже раньше, чем мы думали. Потому как все-таки пришла зима, с рынка разнесли кучу товара, и это дало свои результаты, свои плоды. Мы сейчас немножко подождем, и если ситуация, уже март месяц скоро, ситуация не ухудшится, прям быстро очень, то мы, соответственно, с вами сможем делать апгрейд и по другим местам. Так, в солодильне у нас производится, здесь можно пока месть убрать человека. Пока есть временно человечка мы убираем отсюда. Сейчас будет март месяц, мы всех... Да, есть отлично, хозяйство 2 уровня построили. Великолепно. Так, мастерская. Мастерская. Улучшить пока нельзя. 1 уровня улучшаем. Еще домик улучшаем. Досок, наверное, не хватит, да? Так, я понял. Здесь пока нет. Что у нас здесь? Досок не хватает, я понял. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Тоже досок не хватает. Ладно, ждем. Ждем, пока наберут досок. Нам бы еще сюда вот накидать бы. Мы прям хорошо сейчас поднимемся по домам. То есть мы сделали вот домик, вот домик, вот домик уже апгрейд. Есть, еще одно хозяйство 2 уровня появилось. И вот здесь давайте еще, по-моему, можно сделать было. Сейчас мы это дело чуть-чуть улучшим, насколько успеем.
Насколько успеем. Королевский налог увеличен. Слушайте, вы каждый год увеличите королевский налог. Мне, наверное, надо расширять земли свои. Так, что у тебя тут? Не хватает досок еще. Прибыла новая семья. Отлично. Отлично. Так, пришел март месяц, ребятки. Март месяц пришел, елки-моталки. Так. Где вы? Где вы, наши родные? Давай на работу. Один на работу, второй на работу. Ой, сори. Второй на работу. Третий на работу. И четвертый на работу. Мы сейчас тебе дадим человечка. Пильная яма, прости. Пока вот так будет. Так, смотрим сразу здесь. Нельзя уже. Не хватает. Что-то там по требованиям мы не сделали. Вот елки. Чуть-чуть провтыкали. И уже все. Чего не хватает? 8 досок не хватает в пыльной яме. Уже 7. Кто-то уже спер одну доску. Доску верните, крохоборы. Давайте еще один домик увеличим. Что возмущаюсь? Работник не могут найти. Ага, по крайней мере сейчас. Я понял. Ну, сейчас все будет нормально. Сейчас все будет нормально. Сейчас в пильной яме появится еще у нас. Требования не выполнены. 8 так не... 8 досок не хватает. Ты ж принес уже доску. Их уже тут 9. Дружок, их там уже 9, не 8. Так, изменилась казна. Я понял. Эх, елки-палки, что тут в житнице сидит один неприкаянный. Вот его пока мы и уберем. Пусть занимается строительствами дальше. Если есть что строить. Да, вот, пожалуйста, улучшить до 2 уровня, ребятки. Мы можем улучшить до 2 уровня. Ну, домик там один-то все-таки улучшили. Да, мы сейчас с вами вернули людей к нам обратно на сбор ягод. У нас, правда, куча всего просела. Нам не хватает еще буквально где-то человек 6-7. Заимка собирателя у нас опять работает. Все это все у нас в работе происходит. Не хватает буквально одного человечка сюда. Тут даже, кстати, есть в Саладине люди. У нас есть человек на большом складе, его раньше не было. У нас в ткацкой мастерской нет человека сейчас. Средства наши не растут так быстро, как хотелось бы. Они уменьшаются дальше. Но у нас ткацкая мастерская сейчас тут простаивает, да? Давайте двоих забираем отсюда. С ткацкой-то мастерской. Так как мы перестали, да, сейчас с вами. Немножко подсобираем деньжат. Что у нас фактория? Да, у нас есть ячмень, немножко солода есть, да. Торговля, давайте проверим еще раз по торговле. Не торгуем. И что у нас тут? Вывозим обувь, одежду не ввозим. Так, кладовая продуктов хозяйства номер 1 заполнена, я понял. Копья не ввозим. Вывозим луки, вывозим малые и большие щиты. Ввозим ячмень и ввозим лен, ввозим. Да, по льну, видите, давайте, наверное, под открытым небом промокли. Бывает. Наверное, пока есть не торгуем льном, только один ячмень. Немножко подсобираем деньжат. Какие-то припасы где-то промокли. Хозяйство номер 1. Ну ладно. Не без этого. Куда же деваться? Так, у нас есть доски. Давайте я сразу проверю. Но уже, по-моему, мы не сможем. Да? Нет, можем. Еще одно хозяйство улучшаем.
Досок опять не хватает. Опять не хватает. Есть. Давайте что-то запустим сюда. Нет, не будем пока. Солодильня работает. Большой склад работает. Заимки работают. Красильщика у нас 2. Да, тут все работает. Ткацкая мастерская не работает. Но мы не ввозим ничего. В пильной яме у нас, да, работает человек. Все. В житницу пока ничего не завозим, ничего не вывозим. Что здесь нельзя? Нельзя. Хозяйство первого уровня, досок 8. Так у нас и нет. Хотя досок 9. Вот доски 9. Все, есть, еще улучшены. И у нас последнее здание, которое мы можете улучшить. Можем, вернее, улучшить. Вот это здание в этой полосе. До хозяйства второго уровня. До этого нужно еще несколько досок дождаться. Ну и как-то так. Как-то так. Доступны новые отряды, припасы, которые хранились вот здесь. Они слегка у нас подпропали. Угу. Я вас понял. Прибыла новая семья. У нас начали семьи приходить. Самое главное, ребятки. Раз приходят семьи, значит мы сможем потихоньку наладить наше производство. Наладить наши все производства. Так, и последнее давайте. Все, есть. Вся линия будет сейчас улучшена. То, чего нам сильно не хватало. Ну что ж, хозяйство первого уровня. Давай-ка мы, наверное, себя тоже на огороды воспустить можно, конечно. Да, хозяйство первого уровня у нас бесхозное, да? Куры. Это, ну давайте тоже куриц поставим. 2 доски сейчас будут готовы. Мы их пустим то же самое заниматься курицами. А сюда мы можем расшириться, ребятки. Расширяемся, пока есть такая у нас возможность. Все полностью расширяем. Все расширяем. Расширяемся. И тут тоже расширяемся. Все, здесь мы везде расширяемся, идет строительство везде. У нас есть кому пока строить, пусть занимаются этим вопросом. Супер. Денег все меньше и меньше, кстати. Досок меньше, скорее всего, производство становится чуть меньше. Поэтому будем восстанавливать наше благосостояние. Ввозить мы стали все гораздо меньше. То есть мы уменьшили, по идее, потихонечку должно все увеличиться по финансам. Ну и по чуть-чуть возрасти. Нам нужно просто восстановить сейчас объемы производства наших луков, щитов, красильщики должны больше поработать, ну и все тому подобное. Еды хватает, топлива нам пока хватит. То есть самое главное, мы разобрались, как улучшить эти регионы. Мы наполнили их немножко по одежде. Соответственно, следующая наша цель это разобраться, скорее всего, как улучшить до состояния, там, чтобы были овцы у нас, шерсть была. Ну и, соответственно, мы могли увеличить еще насыщенность одеждой. Давайте сделаем так. Я разберусь, как все-таки по назначениям вот этим вот на амбаре работать, вот с этими назначениями. Так я этого не знаю, так и не понял, как это делается правильно. На этой неделе я это все-таки вопрос решу. И к концу недельки я запишу, наверное, все-таки для самого себя в первую очередь, но и для вас, гайд именно по рынкам и по вот всем вот этим моментам, по нюансам, по распределению ресурсов. Все структурировано, все будет красивенько. И, кстати, ребятки, подписывайтесь на канал. Мы потихонечку растем, медленно растем. Прошу подписаться каждого, кто смотрит. 96% кто смотрит, так и не подписаны. Канал будет в сторону полезности еще дальше расти, будет улучшаться. Поэтому, я думаю, будет всем интересно. И вчера, кстати, кто не видел, посмотрите. У нас вышел обзор на новую игру. То же самое, это градострой. Насколько будет интересен вам, посмотрите и просто напишите. Либо в шорцах можно посмотреть, либо посмотрите просто там минут на 40, на 50 серия по прохождению, по первому обзору. Возможно, вам понравится. Тогда тоже эта игра будет потом следующая.
после Маннерлорда, когда закончим все это дело, ну или может даже параллельно, кто его знает. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментарии, обязательно оставляйте, пишите то, что вам нравится, что вам не нравится. Ну и с вами был Феникс, скоро с вами увидимся, пока-пока, до новых встреч.